Здравствуйте, наши дорогие подписчики и те, кто только собирается к ним присоединиться. Снова с вами интернет-зоопарк Зоокомп и я, Евгений Рыболтовский. Не подумайте, что у меня рядом бассейн, в котором кого-то убили. Это не кровь, это раствор марганцовки. Мы готовим аквариум для новых головастиков. И как раз сегодня пойдет речь именно о них. Я думаю, что те, кто смотрит наши видео, уже догадался. Если я бултыхаюсь в воде, значит разговариваем про лягушек. Кто-то скажет «фу», кто-то скажет «ура». Так вот, те, кто говорит «ура», ребята, сегодня мы посмотрим то, чего практически никто не видел. Мы очень довольны, мы гордимся нашими результатами. Конечно, они еще не окончены, все в процессе, но мы уже сделали то, чего, как мы знаем, никто до нас не делал. Давайте смотреть. Итак, давайте посмотрим, о чем, собственно, речь, о чем сыр-бор и чем мы пытаемся вас удивить сегодня. Открываем террариум и не видим ничего, только почва, но в некоторых местах смотрим норы. Нора, 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 нора. Это норы. Здесь живут ринофринусы дарзалисы или мексиканские земляные жабы. Мы их уже показывали, многие из вас ими восхищались. Это лягушки, которые мгновенно в течение нескольких секунд полностью закапываются в грунт. И внешне тоже напоминают таких вот земляных животных. Такие полукроты, полупузыри, надутые водой. Мне они страшно нравятся, хотя мы довольно редко их видим. Но давайте сегодня их потревожим и еще раз посмотрим. Вот нора, глубоченная нора, она там должна жить. Сейчас я ее постараюсь раскопать. Амфибии очень интересные. Амфибии, которые всю свою жизнь проводят в грунте. Они почти не выходят. Они закапываются очень глубоко и весь год, кроме сезона дождей, сидят в грунте. Питаются они в природе термитами. Это лягушка, распространенная в Мексике, распространенная в некоторых странах Центральной Америки, Гондурасе, Коста-Рике, в Никарагуа встречается. Лягушка, которую можно увидеть буквально несколько дней в году. Когда начинаются сильные дожди, она выходит на размножение, уходит в воду и там откладывает икру. Повторюсь, что питается она в природе термитами, поэтому очень тяжело, почти невозможно в неволе их содержать. Нашу группу, которая состоит из одной самки и 4 самцов, мы совершенно случайно получили год назад. Я честно вам скажу, я очень сомневался, справимся ли мы с этими животными, и долго размышлял, стоит ли их получать, потому что термитоядные амфибии, такого размера, ведущие подземный образ жизни, это очень сложно. В мире их хотя пытаются держать. Амфибия очень известная, амфибия любимая коллекционерами, любимая теми, кто про них знает, ценимая, но не содержащаяся почти. Попытки их содержания чаще всего оборачиваются неудачей. Вот смотрите. Сейчас я даже свет чуть-чуть переставлю, чтобы вам было видно. И мы увидим, вот здесь вот находится ринофринус дарзалис. Видите? Это ее спина. Я даже сделаю сейчас фокус. Я сейчас принесу воду, мы ее помоем, чтобы вы увидели, как она выглядит на самом деле. Итак, вода принесена, поставили воду, сейчас будет фокус. Смотрите, мы вынимаем фактически такой непонятный желеобразный комок. Очень аккуратно, потому что лягушка очень нежная. Это, кстати, самка по размеру. Посмотрите, что мы нашли. Какая хорошая. Посмотрите, какая это лягушка. Она сразу же прятается и сразу пытается закопаться в руку. Она делает характерные движения, пытается зарыться. Давайте ее помоем и посмотрим, что это за красота. Это лягушки невероятнейшей красоты, невероятнейшей, удивительные амфибии. Поэтому они и благодаря
своей яркости, благодаря своему удивительному внешнему виду, необыкновенному, благодаря странному образу жизни, это лягушки, которых знают и ценят все любители амфибий. Ну, не все, конечно, многие. Все, кто знает. Все, кто знает, да. И, конечно, из-за образа жизни, из-за питания термитами, ну вот мы зарываемся. Это для рукастых людей. Да, были очень большие сомнения, сможем ли мы их содержать. Тем более, смотрим, как она закапываться будет. Лягушка удивительно. Сейчас они худые, они после размножения. Я сразу открываю наши карты. Они после размножения. Им надо сейчас будет отъедаться какое-то время и приходить в себя. Так вот, мы сумели поставить их на питание сверчками, фасолевым жучком. И эти лягушки прожили у нас без малого, буквально без нескольких дней, год. Мы делали зимовку, причем зимовку очень жесткую. Я очень боялся делать такую зимовку, но Мексика в период засухи – это, конечно, очень засушливые районы, и поэтому лягушки просушивались, грунт у них просушивался до состояния пороха, просто до пыли. И довольно долго, больше 2 месяцев, они у нас находились в состоянии спячки, после чего устраивались дожди, сезон дождей, мощные ливни были, но, к сожалению, результата это не принесло, амфибии не завелись, на размножение не пошли. И на улице был дождь, по соседству рогатки орали, тоже у них был дождь, да, этим ребятам было пофиг. Тут кричали все, но ринофринусы сказали, что они размножаться не будут. Что ты замерла? Испугалась. Свет очень яркий, и она испугалась. Но зато мы видим, какая космическая фактура. Какая космическая, да, действительно, лягушка удивительная. Вот. Но спустя, наверное, 2 месяца после того, как они посидели у нас во влажном грунте, после дождей, вдруг они начали подавать голос. Голос у них очень интересный, и я был очень удивлен, когда из нор послышались голоса ринофринусов. И тогда пришлось сажать их на нерест. Я не надеялся, я честно вам скажу, потому что в мире никто этого не делал, и это была первая попытка. Это была первая попытка. Мы не понимали. Я уже говорил, что разведение животных – это спорт. Разведение сложных животных, такие как амфибии, где нужно соблюдать, чтобы совпадали многие факторы. Это температура, влажность, это дожди, это освещение. Много должно совпасть. Это тем более спорт. И очень интересно, очень спортивно развести то, что многие содержали, многие пытались содержать, но ни у кого не получалось. Мы разводили впервые в мире многие виды, но часто это были виды, которых раньше просто ни у кого не было. Просто мы я разрабатывал методики их разведения, и дальше они начинали размножаться уже по всему миру, куда бы мы их ни передавали. Много таких видов. Но вот с ринофринусами, насколько мы знаем, при большом количестве опытов ни у кого ничего не получалось. И признаться, когда самцы в воде начали кричать, покрикивать, я очень надеялся, но не смел в это верить. И тем не менее мы получили кладку Rhinophrynus dorsalis. Одной из... Ура, ребята. Поверьте, это действительно очень здорово. При, наверное, 15 первых в мире разведений амфибий, я уже затрудняюсь сказать, сколько их было первых, то, наверное, это самое интересная, самая крутая. Сейчас самая необычная, потому что эта лягушка, образ жизни которой неизвестен. Вот неизвестен. Фактически, несмотря на то, что все знают эту лягушку, как она живет, что она ест, как она размножается, это неизвестно никому. Это одна из самых скрытных в мире это лягушек. тебе известно. Теперь нам это известно, и, в общем, надеемся, что мы сумеем что-то сделать. А что я чувствую? Я как чукча чувствую глубокое моральное удовлетворение. Так всегда было. Первопроходец, да.
С головастиками очень любопытно. Головастики выходили крошечные. Мы в течение 2 суток смотрели на икру и, в общем, не смели верить, что она оплодотворенная, потому что еще было сомнение, вдруг самцы не сработали, самка отложилась, самцы могли не сработать. Икра оказалась живой, икра начала вылупляться через 2 суток. Головастики крошечные, совершенно микроскопические головастики, но уже прошло несколько дней, головастики выросли раз в 10. Мы видим, как они растут, мы поняли, наверное, я надеюсь, мы поняли, как их кормить, метаморфоз, конечно, покажет. И вот сейчас такое чудо у нас в некотором количестве развивается. Они похожи на золотых рыбок? Они похожи, да, на крошечных мальков, на личинок золотых рыбок, не похожи на головастиков. Видимо, это головастики-фильтраторы больше всего похожи, потому что они процеживают воду через себя, мы их кормим как фильтраторов. Это доисторические головастики. И они растут. Да, следует учитывать еще то, что лягушка интересна тем, что она примерно 190 миллионов лет назад отделилась от всех амфибий и развивалась самостоятельно. Ученые доказали, что 190 миллионов лет эта амфибия не имела никаких изменений. Можете себе представить? Вот живое ископаемое. Это живое ископаемое, это динозавр, на которого, в общем, следует обращать внимание. Да, это поразительная штука. Вот, наверное, все, что мы сегодня хотели вам сказать. Надеемся, что вы приобрели некоторый опыт. И хочу заметить, что буквально через несколько дней мы с Мариной уезжаем в отпуск. Поверьте, у нас тоже иногда должен быть отпуск, он будет короткий. Но, тем не менее, мы уезжаем в дельту Волги, где Марина хочет смотреть цветущие еще лотосы. Я, естественно, буду ловить рыбу. Я очень хорошо знаю эти места. Там совершенно невероятная фауна, в основном орнитофауна, очень много птицы. И мы, насколько мы знаем, мы будем там в доступе. Поэтому мы, наверное, будем скидывать временами на лайв-канал ролики, отчеты о том, что у нас происходило. Будет интересно, поверьте, о природе. Это очередные наши поездки в интересные места, потому что, на мой взгляд, дельта Волги может сравниться только с Амазонкой. Просто только с Амазонкой. Это сплошные коридоры в тростнике, миллионы проток. Это огромное количество рыбы, пеликаны, бакланы, орланы-белохвосты, которые подпускают тебя близко-близко. Это сотни тысяч водоплавающей птицы, это тысячи, десятки тысяч лебедей, это лотосы цветущие, это реликтовый орех чилим. Это все мы будем показывать, а по возвращении я думаю, что мы сделаем хороший ролик, фильм о дельте Астрахани, о том, кто там живет, ну и, естественно, что мы там ловили. А что у Пушинки? Что у Пушинки? А у Пушинки нет, у Пушинки мы не успели сделать домик, поэтому она пока не переведена со Снежком в вольер. Мы работаем, делаем, но работа продвигается медленно, потому что бросить все дела сразу невозможно. Вы видите, я и так опять в костюме Марио, непрерывно что-то делаем, но все сразу не успеть. Надо бросить все, делать домик. Просто домик делает Женя сам. Домик, да, домик делается самостоятельно, он очень тяжелый, он очень громоздкий, работа длительная, но постепенно делаем. Терпите. Вам доброго, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пальцы вверх. У нас много историй, мы всегда рады с вами будем поделиться. Вот так. Рина Принцев мы развели. На Фейсбуке сказали одно из самых впечатляющих разведений 2017 года.